Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор бусин с сайта Алиэкспресс. Много интересного. Кому интересно, смотрите до конца. Начну я вот с этих бусин. Такие бусины я уже покупала давным-давно в другом магазине и делала украшения, по-моему, и на камеру, добавляла я их. И у меня вот осталось полниточки. Мне этот цвет понравился. Такой цвет ходовой, он ко многим цветам подходит. И вот я в другом магазине купила. И точно такие же бусины мне пришли. Это 10 миллиметров. Они еще и граненые, эти бусинки. Там не написано, что это за камень. Я думаю, что это натуральный камень. Они тяжелые. И была одна бусинка с таким изъяном некрасивым. Я ее решила расколоть, посмотреть. Ну и, конечно, видно невооруженным глазом, что здесь такой же рисунок, структура камня. Я думаю, что это яшма, скорее всего. Вот я вот так держу, посмотрите. Может быть и тонировано, конечно. Хотя цветов яшмы очень большое разнообразие, да? Вот такой вот внутри камень. Но цвет очень красивый, такой кофейный цвет. Он со многими бусинами сочетается. Можно вот и с голубыми. Например, вот такой цвет, да, хорошо подходит. Так, следующие бусинки, это, то есть не бусинки, это бусы, готовые уже, как видите, они с карабинчиком, можно и так носить. На этой страничке большой-большой ассортимент разных камней. Я выбрала именно такой цвет, но, по-моему, таких, как у меня, уже нет в наличии. Как видите, здесь еще вот так вот проставлено все через узелок, и вот такие маленькие бусинки. Видно вам, вот такая красивая бусинка, вот такой формы, размер 15 миллиметров, ну примерно 12. Давно я покупала такие кабошоны, сейчас покажу. У меня есть кабошончики, вот этот кабошон у меня не становится в сет, который я покупала в медном цвете, и придется мне его обшивать бисером. Ну а этот вот такой вот, все одинаковое. Посмотрите, какие полоски красивые. И такие же в камне. Ну, понятно, что это тонированное, да? Я думаю, сюда вот этот больше подойдет. Если я буду делать с кулоном, возможно. Хотя такие бусы можно и так носить, да? Добавить какой-нибудь фурнитуры красивой, переделать можно. Я не люблю вот эти узелки. Как-то удешевляет, мне кажется. Украшения, не знаю. Это мое мнение. Кому-то, может быть, и нравится. Ну, тут одна вот я нашла вот такая одна бусинка с изъяном. Ну, видно, что это, конечно, тонированный цвет, окрашенный. Но в целом неплохие бусины. Вот одна, ну, я думаю, с такими кавернами можно оставить. Можно и так, конечно, носить, кто любит такие бусы. И кто не умеет делать, вот, пожалуйста, там очень большой выбор, очень. Следующие бусы это, то есть бусины уже, как написано у продавца, что это натуральный агат. Красивые, очень красивые, мне понравились, но есть тут где-то кубик неровный, и бывают вот такие неровности на углах. В основном все идеально, отшлифованы хорошо, но насколько это натуральный агат, утверждать я не могу. Нужно разбить бусину. Ну, знаем, что агат, он полосатый в основном, да? Такой агат, скорее всего, прессованный какой-нибудь, из крошки прессуют, и получаются вот такие бусины. Хотя можно проверить, как
держать в руке и насколько быстро он согреется, нагреется. Хотя я держала, они холодные и остаются в руках. И еще можно, конечно, иголочкой поцарапать. Но вот острое у меня шило, оно абсолютно не царапается. Скорее всего, это какой-нибудь натуральный природный материал, самородка. Ну, очень красивые зато. Мне понравились кубики, что-то последнее время меня привлекают. И я думаю, здесь такая длинная нитка, 48 здесь бусин я посчитала. Можно сделать не одно украшение, а несколько, наверное. Сочетать черный цвет можно с любым. Вот такие вот практически они ровные. Если, конечно, их проставлять между какой-нибудь фурнитурой красивой, да, подобрать золотую. Это у меня 8 миллиметров были и 6 миллиметров бусинки. Мне понравились они. И не дешевые они. Но написано у продавца 100% натуральный агат. Вот и поверь. Кому верить, что агат бывает только полосатым. Следующие бусинки — это стеклянные бусинки ручной работы, как написано. Скорее всего, Lampwork. Вот одна здесь, как я вижу, видите, немного кривая. В основном бусинки хорошие. Конечно, они разнятся все по размеру. Немного бывают кривые, вот как вот это. А в целом неплохие. 7-8 миллиметров бусинки, по-моему, по размеру. И цвета были разные. Почему я синий выбрала, не помню. Надо было синий цвет. Очень понравились. Я, наверное, бы много цветов выбрала, потому что интересные такие бусинки. Можно делать этнические украшения. Посмотрите. Да даже такую ниточку собрать. Добавить кулон какой-нибудь и носить. И так можно. Ну, я буду, наверное, миксовать с какими-нибудь другими бусинами, скорее всего, или добавлять точечно эти. Следующие бусинки вот такие красные. Здесь хорошо написано у продавца, что это искусственный коралл. Вот не обманывают, когда пишут правду, мне это нравится. Бывает, да, такие же бусины, натуральный пишут коралл, и потом думаешь, натуральный коралл такой не бывает, это тонированное все красного цвета, хотя бусинки с какой-то структурой, видно какой-то тут и рисунок есть, и вкрапления темные, но все они практически ровные. Я смотрю по отверстиям. Вот одна вот здесь вот немного ушла в бок. Вот такая вот бусинка. Видно вам, да? Ну, а так практически отличные бусинки. Как раз сейчас к лету делать такие чокеры, добавлять. Можно разбавить перламутром красный цвет. Я сейчас собираю разные такие бусинки, чтобы сделать какую-нибудь коллекцию летних украшений. Мне понравились. Они недорого стоили, и много бы такую, да, ниточку сделать. Много таких бусин. Многорядные. Ну и, конечно, без этих бусин я лето не вижу. Я всегда летом их покупаю и делаю украшения. Добавляю сюда какие-нибудь перламутровые бусинки, кулончик. И это ракушка, натуральная ракушка. Я в том году делала с такой ниткой. Она у меня практически вся ушла. Совсем маленький
кусочек остался. Знаете, что мне нравится? В этой нитке написано, что 40 сантиметров, но пришла вот такая длинная 60 сантиметров, как и в прошлый раз я покупала. Такая же 60 сантиметров, длинная вот такая, как видите. Здесь можно много украшений сделать, добавлять такие бусинки. Это, по-моему, у меня 7-8 миллиметров. И, по-моему, были поменьше. 4-5 миллиметров бусинки. И розовые такие были в наличии. Раньше было много цветов. Видите, уже раскупили все цвета. Остались белые, розовые. Возможно, скоро и таких не будет. Вот такие бусинки. И сейчас покажу другие бусинки. Вот такие два бублика маленькие. Маленькие, сколько? 18 миллиметров. Покупала именно к вот этим бусинкам, чтобы сделать украшения. Ну и можно носить серьги такими. Точно такой же цвет и камень такой. Все одинаково. С кабошонами даже подходит. Надевать на круглые. Вот такие вот, например, я возьму. И ничего выдумывать не надо. Подвесили подвеску и пошли. Разнообразие тоже большое. Таких камней разных. Продаются они по два бублика. Парочка. Как раз на сережке. Очень удобно, да? Хорошенькие, понравились. Ровненькие, аккуратненькие. Будут серьги у меня. И еще вот такие бусинки. Написано, что авантюрин. Посмотрите, какая красота. Это вырезано цветочек. И что мне понравилось, это с двух сторон. Вот так вот они сбоку смотрят. Толстенькие такие. И двухсторонние бусинки. Здесь отверстие вот так проходит, да? Я уже показывала вам кулон, розочку. И когда я увидела бусинки, думаю, можно добавить в украшение. Или будет перебор, уже думаю. А может быть и добавить, это надо смотреть, собрать и посмотреть, как они будут выглядеть. Хотя бы парочку добавить, да, в украшение где-нибудь, чтобы сочеталось с кулоном. Выбрала 5 штук, и можно купить и, по-моему, нит. Очень понравились. И, конечно же, были варианты другие камней. Мне нравится, что они двухсторонние. Если даже перевернется бусинка, ничего страшного. Вот такие вот бусинки. Потрясающие. Красивые. Вот такие две бусинки купила. Написано, что продавца, что это оникс. И сейчас покажу вам поближе. Как вы видите, здесь нарисован знак зодиака с двух сторон. Вот видно, да? Здесь такой рисунок, а с другой стороны такой. Они как матовые, а рисунок идет уже глянцевый. Выбрала две бусинки, одно на украшение, другое на браслетик поставить. И такое тоненькое украшение сделаю. Знак зодиака для меня, мой, близнецы. Скоро у меня день рождения будет. Вот. И хочу сделать себе украшение. Можно выбрать не только две бусинки, по-моему, и 5, 10. И все зодиаки есть. Все знаки. Кто хочет себе сделать украшение со знаком зодиака, на браслетик поставить такую, да, и подобрать бусинки. Конечно, я что-нибудь светленькое подберу, а возможно и белое что-то, перламутровое, чокер коротенький. И посередине поставлю вот такую черную бусинку.
Вот такие потрясающие подвесочки для сережек. Продаются они по 2 штуки. Выбрала лазурит, так как были еще варианты других камней. Очень красивая такая граночка. Посмотрите, и они сверкают. Такие толстенькие капельки. Здесь отверстие проходит вот так. Можно и на пин, конечно, поставить. Можно и закрутить красиво проволокой золотой. У меня есть проволока, покупала позолоченную. И надо попробовать так сделать. Закрутить многорядный такой вариант, как шапочка будет. И вот такие подвесочки. Очень красивые. Понравились. Помните, я показывала позолоченные такие бусинки месяц, да? Вот так пришли по 10 штук в разных пакетиках. 7 на 3 миллиметра. Ну и когда я купила позолоченные, конечно же, я не успокоилась. Я стала искать в других цветах. Искала я очень много, пересмотрела гематитовых бусин. Думала, такой формы найду в гематите. Нет, не нашла я. Может быть, кто-то и видел, подскажите, пожалуйста. Если видели, скажите. Можно в Телеграме канале дать мне ссылочку. Очень мне нравится такая форма. Я показывала, как можно использовать это все. Не только ставить бусинки между собой. Можно и вот так, да? Красиво смотрится. Например, бусинку вот плоскую. Я показывала, как можно оформить, да, такой толщины. И можно вот так сделать. Становится бусинка вот так. И держит. Были разные цвета. И это не гематит, это металлические бусинки. Они покрыты, наверное, гальваническим каким-нибудь покрытием. Я выбрала в черном цвете. Хочу в серебре еще посмотреть. Купить, наверное, надо. И нашла, вот как я вам и сказала, нашла в единственном вот варианте в одном магазине. И только по 10 или по 20 штук они продаются. Очень мало количества, конечно. Смешно, да? 20 штук. Что для нас 20 штук? И еще вот такие стразы покажу вам. Очень понравились. Это не дешевый вариант. Стразы дорогие. Я выбрала микс 10 на 14 миллиметров. Были поменьше размером. Я выбрала, как видите, в золоте. Но есть еще и в серебряном металле. Я микс взяла. Вот сейчас покажу, какие цвета здесь. 2 одинаковые. Мне понравились, 2 одинаковые есть. Вот, посмотрите, как сложу. Вот такие красивые цвета. Видно вам, да? Очень хорошо сделаны. Здесь покрытие сзади все ровно, ничего не поцарапано. Бывают поцарапанные, да, и поэтому изъяны бывают, неровности. Даже вот сам камень нигде не поцарапанный, я проверяла. Но вот мне не нравится, когда АБ покрытие. И вот здесь вот немножко поцарапано. Ну, вам не видно будет, да? А вот когда нет этого покрытия АБ, все бусинки идеально. Никаких царапин нет. Вот это одна бусинка у меня. АБ покрытие не нравится мне. Вот 2 одинаковые. Можно... Что можно? Можно, наверное, и в серьги их поставить. Можно выбрать один цвет, но вот не знала, какой цвет выбрать. Я микс купила. И хочу, знаете, что попробовать сделать. Например, эти убрать, светлые какие-нибудь. Сделать браслет, сплести, скорее всего, делать на тросике ювелирном. Так как здесь, я боюсь, острые будут вот эти вот отверстия.
и нитка может порезаться и рассыпаться. Тросик можно поставить, между ними поставить, подобрать бусинки, какие вы хотите, и сделать браслетик. Хотя можно на резинке поставить, да, но я тоже боюсь, что резинка может перетереться и порваться. Вот так вот хочется. Но потрясающие цвета, они сверкают, посмотрите. Очень красивые. В золоте взяла, так как застежка есть у меня красивая золотая. И можно сделать браслетик. Конечно, можно и кто вышивает их, пришивать в украшение, вышивку. Потрясающий. Сразу я прям оторваться невозможно. Так они интересно смотрятся. Вот эта огранка внутри, которая и дает такой эффект. Вот такой у меня сегодня был интересный обзор. Надеюсь, вам понравилось. Все ссылки будут под видео. Заходите, смотрите. Пишите комментарии, будем общаться. Мне интересно всегда ваше мнение. Не забывайте на Дзен переходить, подписываться. Ну а кто подписывается, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!